Добро пожаловать на мой канал, с вами Валентина. Нас ждет еще одна творческая работа. Это у меня целая серия заготовок на декоративные подушки. Все эти видео есть на моем канале, пройдите, посмотрите. Олень сказочный, красивый. Это пингвинчик я сделала, но случайно потеряла видео, удалила и из помойки никак достать не могу. Если достану, то это видео выйдет. Пингвин с елками. И пингвин вот такой. А сегодня ждет нас и еще одна интересная новогодняя работа. Нам понадобится любая абсолютная ткань, чуть больше готового размера полотна, потому что стежка дает усадку. Можно использовать флизелин, это одна сторона клеевая, а другая простая. Можно использовать паутинку, но паутинку разрезала длинненькими полосками, слегка, чтобы зафиксировать наши лоскуты, чтобы они у нас никуда не убегали. Целое полотно выкладывать очень накладно будет, а такими полосочками очень даже хорошо. Вот сейчас распределяю паутинку, она хорошо рвется, но когда вы будете проклеивать, она схватывается и к нижнему полотну, и захватывает верхние лоскуты. Все эти работы сделаны в одном стиле, поэтому резала вот такие обрезки ткани, разные, схожие по цвету, и выкладываю в фон. Середину оставляю пустую, потому что у меня там будет этот главный герой. И вот выкладываю так, чтобы был какой-то контраст, просто разные лоскуты. В ход идут все ненужные лоскуты. Длинные, короткие, белые, цветные. Если у вас между ними получается какой-то пробел, можно сверху наложить еще лоскуток. И вот так заполняем нужное пространство. Заполнила фон. Где мне будет что-то не хватать, я потом дополню. Первым делом я посажу вот такую большую елку. Распрямляю. Вот здесь между ветвями пробелы. Сюда я сейчас подложу ткань. Пользоваться буду клеем-карандашом. Елку буквально несколько мазков зафиксировала, потому что она лежит не на паутинке, а на лоскутов. И по поводу фона вы можете взять однотонную ткань или двухцветную. Не обязательно выкладывать вот такими аляписами, мелкими лоскутками. Вырезала игрушки, брала по несколько слоев ткани и просто на глаз как бы вырезала. Смазываю клеем и приклеиваю игрушки. Игрушки у меня разноцветные, особенно фигурок не заморачивалась, все они овальчики, кружочки, такие простые. И вот теперь размещаю игрушки. Елку украсила, сюда можно пустить какие-нибудь красивые нитки, мишуру. И что я вырезала? Я вырезала снеговика, но вырезала я не из ткани, а из синтепона. Располагаю снеговика, сделала ему вот такие сапоги. Это даже не валенки, или пусть будут даже валенки, но вот такие нарядные, цветные. Располагаю обувку. Он у меня так немножечко, ноги, видите, в разные стороны. Дайте я чуть-чуть его пододвину. Вторую кругляшку. Вот нитки, правда, пристают. Это голова. Снеговика слегка приодела. Сделала шапку, глаза, нос, рот будет вышиваться. Сделала желтые контрастные рукавички, жилетку. Ну, это пуговички. Сделала мешок, потому что без мешка как-то здесь очень пусто. Пусть будет мешок. Взяла нитки в несколько сложений и сейчас делаю завязки вовнутрь и просто делаю бант. Это будет лучше, чем сверху накладывать. Пусть вот так вот. О! И вот такой мешок получается. Ну вот, как бы так сделала еще шарфик. Но шарфик я закинула вокруг головы, вокруг шеи. И получились у меня вот такие маленькие хвостики. Длинные тут совсем ни к чему, потому что они будут загораживать жилет. Когда доделали работу до конца, пробегаемся глазами, может быть, где-то что-то неправильно лежит, где-то лежат ниточки, их обязательно вытаскиваем. Когда все посмотрели,
Накрываем тканью прозрачной. Это может быть фатин, органза, сетка. Это у меня обрезки от тюль. Видите, даже здесь рисунок, но это будет имитация снега. И через мокрую марлю я вот такими движениями сначала отпариваю, потом проутюживаю, просто гладя, вводя утюг. Полотно проутюжила, зафиксировала булавками, несмотря на то, что все лоскуты приклеились к паутинке. Мне так будет проще. И делаем стежку. Наша задача зафиксировать весь наш рисунок. Я буду шить на свободном ходу разной строчкой, но белыми нитками. Но потом контуры изделий, шапки, может быть, снеговика пройдусь по зигзагам. Работа моя полностью готова. Вот такой снеговик смешной, наивный и в то же время милый получился. Контуры прошлась зигзагом светло-серой нитью, чтобы подчеркнуть, чтобы не сливалась с фоном. Жилетку отделала красной нитью. Игрушки простой строчкой сделала по кругу. Сначала делаем закрепку. Идем по кругу. И потом делаю закрепку. Нить не отрезаю, а перетягиваю на другую игрушку. И также делаем закрепку и повторяем действие. Глазки прошла по кругу черной нитью и вручную сделала зрачки, но сделала их белыми. Фон полностью прошита белыми нитками. Обратная сторона вот такая получилась чистая. Если это использовать на наволочку, сюда нужна обязательно дополнительную ткань. Как шить наволочку будет в следующем видео. Такие примитивные, но веселые рисунки дают немного радости, праздник, настроение. И можно использовать вот именно как в качестве подарка сделать картину, панно, наволочку, ланчмат, игровой коврик или какой-то блок в одеяло. Техника текстильная пицца – очень увлекательное занятие. Идут в ход любые лоскуты. На этом все. С вами была Валентина. Увидимся в следующем видео. Ну а вы обязательно пишите в своих комментариях, какая из работ вам больше понравилась. Пока-пока.